Да, сегодня мы катаемся втроем. Ты тут можешь спуститься. Давай. Ехать тут рядом. У нас вот такой здесь бассейн с термо. Вот уже и снег появился. Конечно, здесь нереально красиво. Очень красивые горы. Тут вот не особо видно. Делаю обзор номера. Сразу находит туалет, биде. Здесь вот такой вот умывальник. Здесь у нас душ. Значит, тут, кстати, у них, смотрите, какие-то принадлежности все, халатики. Для того, чтобы ходить здесь в баню. Тут баня хорошая, но будем обязательно сходить. Значит, что здесь у нас? Здесь такая вот кровать. И здесь у нас вид на горы. На горы здесь вид вот такой. Очень красивый балкончик. Там у нас, смотрю, лыжники идут. До подъемника отсюда 700 метров. И тут еще одна дополнительная, оказывается, комната. Я сначала-то заказывал номер с 2 кроватями, потому что я думал, что я буду с Дашей жить. Вот такой вот номер у меня. Все новое, кстати. Мы, друзья, пришли в прокат. Сейчас здесь все оформляем. Сразу заранее. Смотрите, какой интересный здесь прокат. Все сам заполняешь. И мы сейчас сразу возьмем, и завтра уже с утра просто уже готовы поедем. Здесь, когда заполняешь, у них тут стоит алкоголь. Просто стоит алкоголь. Можно просто взять алкоголь и себе налить. Это немецкая кухня, да? Гуляш с кнёделем. Да, гуляш. Это вот шницель, да? No, mixed grilled plate. Французские сосиски, кнёдель, апфельшоlle. Окей. Ну, я вот не знаю, вот Даша заказала, вот, ну зачем ты заказала мне вот такой вот, смотрите. Чтобы попробовал. Ну, Это не, ну я думаю, что он сырный торт. очень вкусный, да, но просто его нужно будет завернуть с собой. Нет, Отнести в холодильник его положить. апфельшоlle. Какой-то местный десерт. Ну, это какой-то, это штрудель. Да. Это мороженое с фруктами и с ванильным соусом. Здесь уже такая весенняя погода в этой деревушке. Мы идем на подъемник. До подъемника 5 минут 7. 8. Да, мы с Дашей уже на подъемнике. Ищем дорогу к самым интересным местам. Да, здесь, конечно, красиво. Смотрите, какие горы потрясающие. Доломитовые Альпы. Люди как-то есть, но в то же время кажется, что их не очень много. Хотя вот, смотрите, вот, вообще еще вельвет даже здесь вот. Вот все в вельвете. Просто очень много трасс, и народ, видать, просто рассасывается. Ну, плюс они еще, видать, поздно просыпаются. Это не как вот в Сочи, так уже вельвета нет к этому времени. Ну, в 7:30 все встают, 500 человек в очереди. Да, красота, конечно, здесь такая. Очень красивые горы. Просто красотища. Да, друзья, смотрите, конечно, какие потрясающие виды. Очень красивые горы такие. Просто они прям очень красивые. А мы едем на двухместном вот таком подъемнике. Первый раз еду на двухместном. Он какой-то такой старый, но тоже интересный опыт.
нашли, как видите, черную трассу. Написано 3. Нет, написано 4, а называется 3. Это реклама, наверное, Audi. Ну, кстати, трасса очень классная, но она больше, наверное, как красная. Здесь трассы достаточно легкие. Ну да, вот эта черная, как бы она такая. Не сильно жесткая. Ну что, поехали дальше. Здесь вот, в общем, есть такой круг большой, называется Селаронда. Круг вокруг вот этого массива каменного. Вот он есть в одну сторону, по часовой стрелке есть против часовой. Мы же по часовой, вот это оранжевый. Едем с Дарьей. Ну, мне пока трассы понравились, которые у нас там. Здесь какая-то вообще ерунда. Вот, ну, не то, что ерунда, просто людей, по-моему, побольше, и они все какие-то разбитые. Не знаю, завтра, может быть, вообще там будем кататься. Ну что, нам надо в ту сторону, да, делать этот круг. Ну, а так, конечно, очень такие хорошие эстетические впечатления, когда ты вот на такой трассе идешь. Тут такая гора красивая, очень прям круто. Это очень круто. Трассы, конечно, есть разные. Есть трассы узкие, есть трассы широкие, есть прям очень узкие. Короче, ну, очень много всяких разных трасс. Тут просто колоссальный выбор, и мы по этому кругу сейчас идем. Прям такое интересное путешествие, просто интересное. Сейчас все как бы меняется. Это как бы мы ни разу еще как бы трассу не повторили. Мы просто вот сколько уже, скоро будет как 3 часа, все куда-то едем. Куда-то едем. Так, что там? Да там, по-моему, закрыто, Даша. А нет, тут можешь пустить. Знаешь, вот остановились здесь в таком месте в интересном. Я вам просто покажу цены, какие тут, что на все. Вот примерно такие вот цены. Всякая паста. Суп 8 евро, паста какая-то 10, тут 9. Бургеры разные тут по 17, по 18. Какое-то мясо по 19. Пицца, маргарита 8. Прям цена как в Пномпене. Вот. А что касается алкоголя, значит, простой кофе стоит $1, точнее 2 евро практически. Так. Пиво. Вот хочется пива, но отказываюсь. Пиво 0,3 стоит 4 евро. Паулайнер какой-то Help. Просека, видать, бутылка 24. Апероль стоит 5,5. Так, ну вот такой расклад, значит, здесь много всякого разного тут алкоголя. Прям прикольно. Но самое главное, это вот этот вид, друзья, вот этот обалденный вид, что у меня фокус сбился. Так, вот такой вид. Ну, в общем, интересно. Интересно, конечно, то, что ты постоянно едешь и пересекаешь много разных трасс, все новых и новых. Мы вот уже скоро будет как 4 часа, и мы просто все время движемся куда-то и просто меняем позиции. Мы ни по одной трассе еще не прокатились второй раз. И нам еще ехать и ехать. Я думаю, еще часа, наверное, 2, когда круг закончится. Одни в кабинке, и у нас уже, можно сказать, что половина пути пройдена. Да, Даша? Ну. Мы продолжаем вот ехать по кругу Селаронда. Вот все это вот вокруг вот этого большого хребта. Тут вот можно и туда подниматься было. Трасс вон, сотни трасс. В некоторых местах дофига людей, а где-то вот прям вообще никого, как здесь. Надо просто выбрать, где никого, там и кататься. Вот там впереди 3000 метров, но мы туда не попадем с этого подъемника. Туда какие-то вообще здоровые такие подъемники ходят. Вон туда на 3000 метров. Но мы продолжаем наш путь. Уже близко завершения этого круга большого. Но это такое серьезное испытание, да?
Да, но все трассы разбиты, это просто будет фрирайд. Да, вот тут такой. Не, ну есть неплохие. Вот мне кажется, тут трассы очень крутые. Видишь, вот в этом месте, видишь, какие они широкие. Их когда заратрачат, вообще будет бомба. Гуляш у меня, а у тебя что? Суп с горловкой. Отлично, гуляш, кстати. Ну, гуляш-то суп такой, гуляш называется. Очень, кстати, вкусный. И здесь такой вид, потрясающий вид. Такой автобус на наш курорт везет нас. Вот у него вот такие цепи. Ехать тут рядом несколько минут 15. Да он просто в такую гору прет. Во, прет просто. Тут лед. Так, ну вот мы закончили наш круг. Круг занял практически 7 часов. Мы возвращаемся уже в сторону нашего отеля. Все обессиленные, уставшие. Родни с нами нет, потому что Родни учится кататься на лыжах у инструктора. Ну, я вот так вот смотрю на наш курорт. Мы тут уже на нашем курорте подкатались. Здесь тоже круто. Конечно, посмотреть всю Саваронду тоже классно. Да и у нас тут тоже круто. Дело в том, что у нас тут людей просто очень мало. И очень широкие трассы. Вот в чем класс. Тут, кстати, такая прикольная штука. У нас уже на нашем курорте. Вот такой вот скоростной спуск. Можно со скоростью съехать быстро, и тебе скорость покажет. Вот сейчас вот 83, а до этого съезжал 93. Но это все равно ваш риск. Это риск, не, я не поеду. Я не хочу рисковать. Все, мы уезжаем, спускаемся. Спускаться нам практически с 2000 на 1000 метров. Вот на таких кабинках. Сейчас людей много. Все уезжают вниз. У нас вот такой здесь бассейн с термальной водой. И парилка вот здесь. Там еще есть хамам. И вот такой вид. Это, конечно, топ. Собственно говоря, я из-за этого такой отель выбирал. Вот сама баня. Бомба вообще, ребята. Вот это класс. Температура, что надо, 80. Парилочка, все как есть. И бассейн с термальной. Сейчас я буду принимать это дело. Значит, смотрите, что у них тут еще есть. Есть еще вот такой хамам. Хамам такой классный запах здесь, вообще супер. Прям какими-то благовониями аж пахнет. Потом вот такой лед. Льдом можно здесь натереться. И вот такая есть биосауна. 50-60 градусов здесь внутри. Фу, немножко запотело все. Сейчас, секунду. Не протирается. Ну вот, короче, вот так здесь тоже. Тоже супер. Сегодня обнаружил этот пакет с такими вот интересными штуками. Это Родни подогнал мне какие-то немецкие колбаски. Это вообще из какой-то косули. Интересно. Попробуем это из оленя. У нас бассейн, смотрите, его как джакузи используют даже. С подсветкой. Блин, круто. Bitte schön. Bitte. Thank you so much. Wir essen das mit Senf zum Beispiel und machen auch Друзья, значит, вот мы Chili drauf. в настоящем немецком ресторане. Вот какая-то такая вот интересная, настоящая еда. Вот сегодня мы ужинаем здесь. Прям даже интересно, даже какая-то картошка жареная, да? Да. Достаточно простая, прям выглядит все так вкусно, да? И вот у меня вот это вот, я не знаю, что такое, это рулет такой с картошкой и яйцом. 7 утра, я вышел прогуляться, смотрите, у них церковь и колокол бьет. Конечно, такая деревня очень чистая, интересная. Видно, что богатая. Дома такие, жилье, мы смотрели, стоят достаточно очень дорого. Церковь деревенская. А почему я так рано встаю?
Потому что я встаю все время здесь в 4 часа утра, потому что 6 часов разница, это джетлаг. Вот сегодня встал в 5. Уже какой-то есть прогресс. Альпийская деревня, в основном такая архитектура. В основном, конечно же, на туристов, 100%. Наверное, сельское хозяйство есть тоже немножечко, но все-таки все деньги сюда приносят туристы. Туристы сюда приезжают отовсюду, с разных стран Европы. А так вот деревня просыпается, 7:10, люди уже едут, кто на работу, кто куда. Hello. Вот стоянка нашего отеля, просто номера смотрю. Германия, Румыния, Германия, Германия, Италия, скорее всего, прокатная машина. Чехия, Германия, Швейцария, Италия. Вот те, кто сюда приезжает. Немцев много. Завтрак в нашем отеле. Вот это вот, конечно, сладости. То, что мне нельзя. Вот, можно взять круассаны и добавить туда то, что тебе нужно. Ого, вот это такая прикольная штучка, да? Так, тут, понятное дело, вино. Вино это не назад. Здесь... О, вот это, смотри, как круто. Вот это круто, да, в сотах. Вот, да. Соки натуральные, каши, сыры. О, тут сыры интересные. Да, вот это будет точно, наверное, вкусно. Но сыры тут и должны быть в горах. Либо паштет, либо фуагра. Нет, не фуагра. О, мои любимые сливы. Можешь сам себе сварить яйцо. Так, как ты его хочешь. Ого, класс. Так, и все, да? Да не, я полагаю, что на любой. Так, ну и кофе, соответственно. Но Анти-итальяно. что такое, вино, что ли? Это можно вино, получается. Сегодня у нас вот такая интересная погода. Сегодня мы катаемся втроем. Рудни научился тоже потихонечку. Вчера учился с тренером. Вот, а мы, смотрите, как сегодня выезжаем. Ну, тоже красиво. Главное, что просто сосался весь этот туман, но туман красивущий. Сегодня, конечно, здесь потрясающе тоже красиво. Смотрите, потому что здесь туман. Когда там внизу туман, мы в тумане уже прокатились. И вот такой вид, ну, просто потрясающий. Конечно, камера это все не передает. Так просто замечательно. No, perché se tu guardi stamattina qualcuno è già sceso. Вот черная. Поедешь? Andiamo? Нет, но я думаю, что Родни не надо. Пускай он едет там. Dai, piano piano. Proviamo. Потому что ему тяжело здесь будет. Ну тут труба. Ну нормально. Родни, смотрите. По черной спускается. Молодец. Спустился. Ну тут такая черная. Там еще была как бы не очень. А вот тут вот прям такая, прям конкретная. Тут прям такой вертикальный, не знаю, градусов 65-70, наверное. Но нормально он спускается. Просто здесь вот немножко покруче. Тут шансов для остановки нет. Тут сразу будешь катиться вниз. Вот такое я, кстати, вижу первый раз. Смотрите, дорога. И через дорогу проходит трасса.
Вот так здесь бывает. Термальный бассейн. Великолепно. 35 градусов вода. Вот только что с сауны вышли с ребятами. После каталки вообще просто супер ощущение. Вот за что этот, собственно говоря, отель хорош, потому что здесь вот есть такие супер условия. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Вот мы сегодня решили отужинать в нашем ресторане. Да, вот. Пока пойдут такие салатики, а так у них здесь по заказу все. Кстати, стоит очень даже недорого. Вот это вот все меню, которое есть, всего лишь 15 да, да, всего лишь 15 евро стоит. На человека это очень дешево, я так считаю. Ну, напитки только платные. Да. Я вот у Даши хотел спросить, она же учится в туристическом в туристическом заведении. Она знает. Я говорю, тут было 3 вилки. Какой вилкой я должен был? Какой вилкой? Начинаешь есть вот так. Обычно ставят ложку или вилку для салата, нож для салата. Потом либо для любой закуски. Потом для первого блюда, для второго блюда. Десерт всегда вверху. Стаканы всегда над ножом. Обычно они вот так вот. Ну, это как едят в ресторане. Молодец, ты все знаешь, да, как должно быть разложено? Суп. И витаминный напиток. Витаминный напиток. Дыни и мяты. Дыни и мята. Вот такой у нас суп. Подносят вот такие вот хорошие блюда. Интересно, слушай, подача вообще классная. Да, класс. Маленький. Какой-то жареный сыр, да, Даш? Да. А у него, получается, азиатский рис с курицей. Прям, ну круто, круто. Очень, очень интересно. Мы идем каждое утро на подъемник. До подъемника идти где-то минут 10. Лыжи и ботинки мы храним вот в этой камере хранения. Камеру хранения это тоже можно взять в аренду. Ну что, сегодня у нас день будет интересный, солородный. Сегодня Родни с нами поедет на большой круг, на зеленый. Мы-то ездили на желтом, это будет на зеленом. Сегодня будет у нас интересное путешествие, сложное, но фишка в том, что это будет просто путешествие. Это будет круто. Вот смотрите, Вельвет, никого. Это, конечно, самое лучшее, что есть, когда никого нет, и ты прям первый будешь ехать по такой трассе. Самое лучшее впечатление. В общем, вот этот с цепями автобус привез нас за 15 минут вот сюда. И отсюда у нас будет начинаться как раз наш зеленый круг. Сколько интересно, мы подъемников поменяем. Это можно посмотреть. Очень много. Сегодня вот такой. Сейчас такой. Прям большой, интересный. В общем, у нас тут разные трассы. Как всегда, но примерно то же самое, что и на желтой. То и получается на зеленый. Так что мы продолжаем ехать, уже практически проехали полкруга. Две 200, дует ветер. Мы 80% круга прошли, конечно, красиво, но мы нереально устали, нереально. И прям очень прохладно.
В общем, мы запутались тут. Не там спустились и сейчас вот шли пешком. Но нашли какой-то вот двухкресельный подъемник. Вот, ребята там едут. Я здесь. Просто это говорит о том, что здесь огромное количество трасс. И тут можно просто заблудиться. Но нужно на них смотреть. У нас был вариант либо потом подниматься, либо потом опять спускаться. Но уже сил нет. Просто нет сил абсолютно. Мы уже 8 практически часов на лыжах. Ну вот, друзья, закончилось наше катание на Селаронде. Что хочу сказать. Очень крутое место, рекомендую. Огромное количество трасс. Просто супер. Как Селаронда? Я упала, я просто шла и упала. Да, Даша стала падать под самый конец нашей поездки. Все, друзья, всем пока, до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Надеюсь, вам было интересно.